Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня мы будем учиться рисовать с тобой вот такого ежика из смешариков. Ну что, начнем? Для начала мы нарисуем с тобой эскиз. Возьмем карандаш и нарисуем круг. Если у тебя не получается нарисовать круг от руки, бери кружечку, какую-нибудь крышечку или еще что-то, обводи, и у тебя будет ровный круг. Рисуем ножки. Вот такие ножки, овалы, вытянутые к низу. Здесь у меня будут ручки вот такой формы, а здесь у меня будут иголочки в виде треугольников. Вот так, несколько треугольников, примерно вот до этого места. Здесь я нарисую ухо ежику. И вот здесь у нас будет заканчиваться наша шевелюра из иголок. С этой стороны я нарисую вторую лапку. Чуть-чуть поправлю круг. Здесь я нарисую носик, ротик, очки, круг, второй круг. Только здесь у нас получается не круг, а овал. Внутренняя часть очков. Дужки у очков заходят за ушко. А здесь у нас зрачки. И вот здесь второй. И вот так вот туда уходит вторая дужка. Вот такой получился у меня эскиз. Сотру, поправлю, немножко сделаю поменьше круг и поровнее. Вот так. Поправлю очки. Сотру вот эту линию, которая у нас была кругом, и начну обводить нашего ежика маркером. Делаю это очень аккуратно. Полностью обводим ежика маркером. Если у тебя нет маркера, делай это фломастером или карандашами. Торопиться не нужно, если ты не успеваешь, ставь видео на паузу, рисуй и только затем продолжай с нами. Обводим лапку, обводим иголочки со стороны мордочки, обводим туловище. Вот так. И ножки. Вот такой форме овала, растянутого к низу. Обведу носик, ротик. А теперь буду работать со зрачками. Закрашу зрачок полностью, оставлю маленький участок незакрашенного белого цвета. Это у нас будет блик. Обвожу дужку очков. Обвожу очки. Тут самое главное не торопиться. Делать все аккуратно, чтобы у нас очки получились круглые. Так. И внутреннюю часть. Вторая дужка. Так как у нас ежик смотрит боком, размер очков у нас не одинаковый. Ну вот, я обвела полностью наш эскиз. Теперь я сотру все линии и начну раскрашивать. Начну раскрашивать с шевелюры, с иголочек. Беру фиолетовый маркер
Ты закрашивай тем, что у тебя есть, и равномерно закрашиваю полностью шевелюрку. Посмотри, я не тороплюсь, я стараюсь, чтобы у меня не вылазил за борта, чтобы не было границы. Делаю все аккуратно. Так, я почти закрасила шевелюру у ежика. Вот. Теперь будем закрашивать очки. Закрашиваем дужку, оправу полностью. Не выходим за границы. Так, теперь будем закрашивать туловище розовым цветом. Обходим очки аккуратненько. Если ты рисуешь фломастерами либо маркерами, то тут самое главное правило — не заезжать на черный маркер. Иначе у нас с тобой будет размазан черный цвет. И это будет очень некрасиво. Особенно это видно будет на светлом цвете. Поэтому стараемся, подходим ближе к краешку, но не залазим ни в коем случае цветом на черный маркер. Вот так аккуратно я закрашиваю туловище нашего ежика. Нужно стараться закрашивать побыстрее, если ты закрашиваешь маркерами, чтобы границы не высыхали. Закрашивать можно в любом направлении, это не принципиально, самое главное размывать границы, если это касается маркеров. В принципе, с фломастерами то же самое. Закрашиваю лапки. Последнюю лапку. Так, ну ежик у меня почти готов. Теперь я закрашу носик. Сделаю бровки ежику этим же цветом, темно-красным. Дорисую носик, закрашу. Возьму фиолетовый и добавлю немножко теней на иголках. Вот в этой области добавлю вторым слоем фиолетовый. Вокруг туловища и за ушком, в нижней части. И еще можно вот здесь. Не сильно это будет заметно, но все равно. Беру розовый и рисую также объем. Я взяла не розовый, а красный, для того, чтобы видно было. И по нижней части подвела вот так нашего ежика. Сделаю то же самое на лапках, на верхних и нижних. Создаю объем, рисую тени под очками. И на вот этой лапке, которая у нас дальняя, тень мы нарисуем побольше. Нарисую мордочку красным, вот так вот. И последнее, что я делаю, нарисую тень от ежика внизу, для того, чтобы у нас ежик не висел. Так как ежик круглый, тень мы рисуем овальную. Вот такой ежик у меня получился. Надеюсь, у тебя тоже получился. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.